Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик на Xiaomi Smart Security камера. Заказывал на AliExpress, ссылка будет на нее в описании. Также, если захотите найти ее в поиске, вот ее модель. Вот эти буквы и цифры вы вводите, и будет как раз вот эта именно моделька. В такой коробочке пришла запакована. Внутри у нас есть небольшая инструкция по настройке. Я думаю, это онлайн-инструкция. Также есть книжечка по настройке. Здесь все на китайском написано. Ну, в принципе, можно по картинкам понять, как настраивать. И в видео я расскажу, как ее подключить и настроить. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Внутри у нас еще вот такое уплотнение идет с картона. То есть все надежно упаковано. Вот у нас виднеется сама камера. Достаем ее. Вот так она выглядит. Здесь сам объектив, инфракрасная подсветка по кругу заклеена пленочкой такой защитной. То есть вот объектив и светодиоды инфракрасные вот здесь под черным вот этим стеклом. Их не видно в темноте. Когда они светят, то здесь никакого излучения инфракрасного света не видно. С обратной у нас стороны динамик. Провод идет для питания. Питание у нее 5 вольт. Резиночку мы убираем. Также на камере у нас есть заглушка. Сюда у нас вставляется microSD карта памяти. И кнопочка маленькая. Это Reset кнопка для сброса настроек. Когда настраиваем, мы нажимаем Reset, сбрасываем. Идет процесс настройки. Либо когда вы хотите там в другом месте его переподключить, то тоже настройки сбрасываем и настраиваем. Дальше у нас в глубине, там видите, еще есть у нас кабель для питания и сам адаптер. Ага, вот еще и крепление есть. Магнитное крепление для камеры. И еще один диск на самоклейке тоже для крепления. Я расскажу, как это все подключается и крепится. Кабель длиной у нас 1,5 метра. И он имеет еще при подключении влагозащиту. То есть здесь вот такая вот уплотнительная резиночка. То есть камеру можно устанавливать на улице. Она идет с влагозащитой. И вот этот разъемчик при подключении, он тоже защищает вот этот разъем, то есть резинкой плотно прижата, и влага сюда не попадет. Ну, эту, конечно, надо часть уже изолировать, то есть здесь надо защищать от влаги. Что еще? При установке на улице, я думаю, так как у меня видеонаблюдение стоит, что здесь не хватает? Влага-то внутрь не попадет, но нету козырька для объектива, и если идет дождь, снег, то если на объектив что-то попадут, какие-то капли, снежинки, то видимость будет плохая, вернее ее вообще не будет. Поэтому, если вы будете ее устанавливать все-таки на улице, то я рекомендую устанавливать ее либо под навесом, либо делать какой-то козырек сверху, чтобы капли воды сюда не попадали, потому что видно ничего не будет. Крепится она, устанавливается очень просто. Вот здесь есть вот такой держатель магнитный. Он выгнут под диаметр камеры, вот он четенько так становится, и вы можете выбирать угол, регулировать, то есть вы наклеили и выставляете угол наклона, то есть либо он будет висеть к потолку прикреплен, либо будет на стенке также закреплен, можно и так вешать, и с помощью вот этого шарнира, который получается магнитного, регулировать наклон. Также вот эта штука может крепиться к стене с помощью вот этой пластинки. Она идет на самоклейке, то есть мы пленочку отдираем клеем. Сначала ставим вот этот шарнир на магните, и потом магнитится сама камера. Фиксируется очень просто. Удобно очень ставить в помещении, в квартире, либо в офисе. То есть вы на стенку приклеили вот эту пластинку, а потом уже зафиксировали камеру. Адаптер идет у нас на 5 вольт 1 ампер. Можно его использовать, если с переходничком. Китаец сложит в комплекте переходник. Если вы заказываете там для России, Украины, какие-то европейские страны, то в комплект он положит черный переходничок. Либо вы можете использовать свой адаптер для телефона, он подходит. Либо куда-то подключить другое место, например, там компьютер. Можно также включить, запитать его, и камера будет работать просто от 5 вольт. Эта камера запись видео делает на карту памяти, поэтому сюда нам понадобится установить карту памяти. Также можно использовать облачное хранилище Xiaomi, но эта услуга платная, там нужно будет оплачивать. А если вставить microSD карточку, то запись будет идти на ее. И с помощью телефона и приложения Mi Home вы сможете просматривать эти записи
в любое время через интернет все можно просматриваться. Единственное, что переписать данные с карты вы можете только вытащив ее из камеры, вставив компьютер, и тогда вы видео сможете перезаписать. А на телефоне вы можете просто просматривать и сделать снимок того момента, который вам нужен. Но само видео, чтобы извлечь, придется переписывать с самой карты памяти. Вставил я карту памяти на 64 гигабайта. Ну, камера поддерживает такую карту. И сейчас я покажу, как ее подключать к телефону. Для настройки камеры запускаем приложение Mi Home на телефоне. Скачать его можно будет в Play Market. Либо, если у вас телефон Xiaomi, то он уже изначально там в прошивке это приложение установлено. Поддаем питание на камеру. И здесь нам нужно будет с помощью иголочки зажать на 5 секунд вот эту кнопочку. Это кнопка Reset, она сбрасывает настройки. Зажимаем на 5 секунд, пока камера не заговорит. Вот камера заговорила. И она готова к настройке. Вот у нас горит оранжевый индикатор, то, что подается питание. Здесь у нас камера может подключиться, высветиться автоматически, то есть приложение ее найдет. Либо, если не находит, мы с помощью плюсика ее добавляем. Включаем Bluetooth. Вот у нас идет сканирование, и камера, она уже найдена. Вот она высвечивается, то есть ее определил через Bluetooth. То есть ее телефон уже нашел, и мы ее подключаем. Выбираем ваш роутер. Вот мой роутер. Мы его выбираем. Нажимаем «Далее». И теперь нужно вот этот QR-код, который высветился, на него направить камеру, вот как показано на картинке. То есть мы выбрали и отдаляем. Вот, камера опять заговорила, то есть уже она считала этот QR-код. Вот теперь устройство добавлено. Нам нужно будет выбрать размещение, там, где оно будет находиться, например, кухня. Нажимаем «Далее». Можно подписать свое название. Дальше нажимаем «Далее». И опять начало работы. Здесь есть небольшая инструкция. Нужно принять все разрешения. И вот камера уже передает изображение онлайн. То есть я вот вижу себя в телефоне. И получается, она уже работает и транслирует. И теперь нам нужно проверить карту памяти. Так мы ее сюда вставили, чтобы запись у нас и шла. Ее нужно будет первый раз отформатировать. 3 точечки нажимаем. Здесь у нас разные настройки. И выбираем управление хранилищем. Состояние карты памяти пишет нормальный. Мы сюда заходим. И здесь есть форматировать карту памяти. Лучше отформатировать ее здесь. То есть уже будет точно она работать и записывать. Вот идет форматирование. Вот форматирование выполнено. Хранилище у нас включено. И режим записи идет всегда записывать. Здесь можно выставить, чтобы записывать только при обнаружении движения, либо пишет постоянно. Так, здесь все у нас готово, понятно. И тут есть другие настройки. В принципе, можете поклацать. Здесь индикатор состояния. Галочка стоит, расход трафика, автоматическое кадрирование, то есть будет выделять движущиеся объекты либо людей, настройка спящего режима, отображение, настройка ночного видения есть. Также можно вот обычный режим, инфракрасный режим, тоже включать, выключать это все. Интервальная съемка, можно делать таймлапсы, то есть включать и выставляем время, будет запись, камера будет делать таймлапс. В принципе, там настроек много, можете почитать. Также есть справка на русском языке, инструкция. Если есть какие-то вопросы, то здесь большинство ответов вы здесь найдете. Все на русском языке подробно расписано. Если какие-то возникают вопросы, либо можете написать их в комментарии. В принципе, я уже камеру эту поклацал и ознакомился с ее работой. Так что, если есть вопросы, то можете спрашивать. И сейчас я засниму несколько видео, покажу, как она снимает, как она работает и какое качество съемки. То есть, насколько она хорошо, отлично показывает, чтобы вы могли понять, стоит вам ее покупать или нет. То есть, подойдет вам такое качество, либо не подойдет. То есть, вы как раз можете посмотреть нарезки, кусочки видео, которые я засниму.
Первое, куда я хочу попробовать поставить, это, конечно же, люди ставят камеры дома. Я для примера ее подключил к пауэрбанку. Вот сюда его за колоночку спрячу и камеру поставлю сверху. То есть она может работать не только от сети, но от пауэрбанка она тоже отлично работает. Вот выставим примерно угол. Вот так вот я поставил угол обзора 170 градусов. И сейчас она меня снимает. Вот так камера у нас смотрится на колоночке, то есть она нормально вписывается и не особо она и заметная. То есть если отойти издалека, то не сразу скажешь, что тут стоит камера. Она сразу онлайн транслирует изображение на телефон, то есть я себя онлайн наблюдаю. Ну а вот так изображение выглядит с камеры. Она снимает при включенном свете, то есть в дневное время суток. И дальше я покажу, как она записывает ночью. Вот запись с камеры в ночное время суток. Я снимаю двор. Сейчас я выключу свет. И вот так камера снимает в полной темноте в ночное время с инфракрасной подсветкой. В принципе, вблизи все достаточно хорошо подсвечивает и видно хорошо. И вот кусочек видео. Это запись в полной темноте в комнате. То есть инфракрасная подсветка отлично подсвечивает всю комнату. Вот так работает данная камера. Ссылочку на нее оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.